Я еще также благодарна очень Наталье Заболотной за предоставленное приглашение приехать сюда и стать не только участником этого события, но еще и осмотреть это удивительное здание. Здание, которое станет само по себе центром современного искусства. And I believe buildings, they have spirits in them, they have a feeling, a life, and even ghosts. Я считаю, что каждое здание имеет определенный дух, и что-то такое внутреннее обитает, может быть, даже привидение. And I really had to come here to see what the spirits were, who the ghosts were, before I knew if I wanted to work here. Я поэтому-то и приехал сюда, для того, чтобы узнать, какие духи, какие привидения живут и обитают в этом здании, прежде чем начать в нем работу. I'm happy to say we got on very well. Я очень рад вам сказать, что мы подружились. Not too many nightmares. Не особо много кошмаров мне представилось. And let's hope no nightmares. И я надеюсь, впоследствии никаких кошмаров и не будет. I'd also like to thank the government of Ukraine, not only for preserving this building and deciding to turn it into a national museum of modern and contemporary art, but also for its belief in supporting contemporary art, not just for a one-off exhibition, but a biennale, as they say in England, like a pet, is forever. Я также хотел бы поблагодарить власти Украины и городские власти за то, что они решились поддержать это событие. И я надеюсь, что это станет не просто поддержкой на одно биеннале, поскольку мы в Англии говорим, что биеннале – это как домашний любимец. Раз ты его у себя завел, он у тебя начинает жить, это уже на всю жизнь. Очень важно, чтобы это стало готовностью и приверженностью правительства поддерживать это не только в течение ближайших 2 лет, но и в последующие годы. Это очень важно. And I'm very happy with the team of Alexander Solovyov and Darina. And as Alexander said, it's very important to provide a platform for artists from Ukraine and from the whole region, an international platform, which doesn't make special allowances. It allows the best work being made here to be seen on the same platform as really good, the very best work being made elsewhere. And that's what I can deliver to you. I can't do anything else or better than that, but I believe in doing that, you'll get a terrific exhibition. Еще один приятный для меня момент. Я буду работать в команде с Александром Соловьевым вместе с Дариной. Я совершенно согласен с тем, что сказал Александр. Важно понять, что украинское биеннале должно стать платформой, так как об этом сказал Александр. Платформой, на которой будут работать и участвовать не только местные украинские художники, а они сотрудничать будут с художниками всемирного уровня. Очень важно, чтобы уровень местных художников дотягивал, соответствовал тому уровню, который будет представлен на международном уровне. Поэтому я, как куратор, как соучредитель этого события, обещаю вам именно это. Now the title of the exhibition is taken from Charles Dickens, a famous novel by Charles Dickens, A Tale of Two Cities. This isn't misplaced patriotism on my part. It's just that I know that many of you here are considerably more well-versed in 19th century British literature than most people are in Britain. Заглавием к этой выставке послужили слова, которые вы читаете в начале книги Чарльза Диккенса «Сказание о 2 городах». Это не от того, что у меня некий свой собственный британский патриотизм. Хочу вам сказать, что я полностью уверен в том, что здесь, на Украине, живут люди, которые значительно более начитаны в британской литературе XIX века, чем те люди, которые живут на территории Британии. The best of times, the worst of times, was written about the time of the French Revolution. But even Dickens made it clear himself it could be written about any time. And unfortunately, about 200 years later, we're still in the best of times and the worst of times. Лучшие времена и худшие времена, так начиналась эта книга, была написана во временах французской революции. И к счастью или к несчастью, эти же слова применимы и к нашему времени. Мы по-прежнему живем в лучшие времена и в худшие времена. And the subtitle, The Rebirth and Apocalypse of Contemporary Art. И подзаглавие «Мы живем в апокалиптические времена». So, on one hand, you could say that this is a dialectical proposition. You have rebirth on the one hand, apocalypse on the other. Поэтому, можно сказать, здесь можно двояко трактовать. С одной стороны, возрождение современности, с другой стороны, умирание, апокалипсис современности. But it's not really about this old way of thinking things.
It's much more looking at a kind of cycle, a circle, a way in which you can see the best in the worst and the worst in the best. Дело даже не в том, чтобы смотреть на то, как течет время. Дело в том, какую перспективу, с какой стороны ты смотришь на время. Смысл в том, чтобы находить в лучшем худшее, в худшем лучшее. And only if we're able to do that, do we stand any chance of survival on this planet. И только если мы в состоянии увидеть это, в таком случае мы имеем единственные шансы выжить на этой планете. Now, I think an exhibition such as a Biennale really has to deal with contemporary art. Мне кажется, любое событие, подобное Биеннале, должно напрямую быть связано с современным искусством. Some curators have been using biennales as a kind of platform for giving people a lesson in history. Некоторые кураторы иногда используют Биеннале как платформу для того, чтобы преподавать людям урок об истории. I really don't think that's necessary. По моему мнению, это совершенно не нужно. If one chooses the word correctly, through the present, one can see what is happening and also the future. Если правильно выбрать работы, то посредством настоящего, теперешнего, текущего момента возможно даже увидеть, что будет происходить в будущем. It's not really true, as one famous author once wrote, the past is another country. И совсем я не согласен с тем, как написал один автор, что прошлое – это другая страна. They did do things differently there, but it lives on very much in us in the present. Да, в те времена в прошлом жили по-другому и действовали иначе, но по большому счету это прошлое очень сильно продолжает существовать у нас и сейчас. So against the background of global warming, nuclear power running out of control, I don't need to tell you in Ukraine anything about that. I've worked a lot in Japan, and earlier this year was making an exhibition about contemporary Japanese art. The death of ideology as we understand it, or at least the need to reinvent some form of ideologies that work. Contemporary artists who look at things from their own perspective, in their own way, can be of help. И с точки зрения того, что вот на фоне событий, происходящих в мире, это глобальное потепление. Другое событие, когда ядерная энергия выходит из-под контроля людей. И, конечно, Япония для нас тут является большим примером, что случилось за этот год. Мне не о чем говорить вам, украинцам, которые живут и переживают подобного рода катастрофу. Но я работал уже довольно долгое время в Японии и явился свидетелем событий, которые произошли в этом году в Японии. На фоне всех этих событий, отмирания идеологии, возникновения новых идеологических систем, мне кажется, новым современным художникам есть что сказать в этом контексте. No one tells them what to think, feel, or experience, and neither will anyone tell the visitors to this Biennale what they should see, think, or experience. It's up to them to do it for themselves. Таким художникам никто не указ, что писать, о чем думать и о чем говорить, равно как и посетителям таких выставок. Обо всем этом судить им самим. But if they want information, if they need a toolbox to get closer to the art, or to know more about the background, that will be there. Но если им нужны ответы, если им нужны своего рода инструменты, при помощи которых они бы хотели открыть ответы на эти вопросы, здесь они их найдут. The exhibition will be constructed around 4 hub ideas, some of them overlapping into each other. They're not mutually exclusive. Сама выставка будет развиваться вокруг 4 центральных идей. Они не будут взаимоисключающими, они будут взаимонакладываемыми друг на друга. The first is called a restless spirit, and it's the idea that people gain strength from beliefs, myths, and conceptions of the universe and world that aren't governed by material desire. Первый будет касаться времени. Говорит он о том, что время не имеет отдыха, оно не стоит на месте. Будет речь идти о различных идеях, концепциях, о том, как они перемыкаются друг с другом и перетекают друг с другом. In the name of order, the second heading shows really how under the pretext of rationalism, power often attempts to dominate culture through the creation of self-serving hierarchies. Второй будет называться «Порядок» и «Порядок времени». Будет говорить о том, как различного рода иерархические системы перетекают друг в друга и как они взаимослужат. The third looks at the body, flesh, the human body, its appetites, desires, and limitations.
Четвертое касается человеческой плоти или тела. Аппетиты, интересы, желания, запросы людей, все, что касается этого. And then lastly, И напоследок, the unquiet dream, беспокойный сон, the apocalypse, апокалипсис, the nightmares, страхи, ужасы, disaster without which we're unable to change. катастроф, без которых, к сожалению, мы не в состоянии менять. So bringing this together, not confining the artist's work tightly with any one of these headings, but as a kind of diorama for the whole Biennale. Поэтому соединение этих концепций, понятий друг с другом, ограничение художника в самовыражении, вот в этом и будет заключаться идея этого Биеннале. I hope we will create something that's really good, Я надеюсь, мы сможем создать нечто хорошее, that is challenging, которое представит новые вызовы, новые идеи. and above all, beautiful, И превыше всего это будет прекрасно. however horrible at times that may be. Каким бы, может быть, иногда ужасным это не было. Thank you. Спасибо. Дякую, Дэвиде.